Так, всем привет! Сегодня у нас 3 сентября, день Шафутинского. Мы проводим второй раунд Kuna Talks. Я Михаил Чабанян, основатель биржи Kuna. Расскажу о том, что мы сделали за последние 2 недели, какие у нас в ближайшее время будут планы, и отвечу на вопросы, которые вы уже задавали в разных каналах. Плюс помимо этого вы можете задавать их в чат. Наш админ их будет сортировать, я быстро буду на них отвечать. Итак, поехали, что мы уже успели сделать. Самое знаковое, что произошло за 2 недели, мы запустили новый токен. Тикер называется EURS, как евро, только в конце S. Это продукт малтийской брокерской компании Exante, а продукт их называется под доменным именем stasis.net. Что это такое? Это стейблкоин евровый, сертифицированный мальтийскими властями. То есть это брокер, можно не переживать как с тезером, что непонятно, где деньги хранятся. По крайней мере, это официальная история. Вот, мы провели due diligence ребят, я с ними лично знаком, встречался в Давосе, в Швейцарии на экономическом форуме, плюс есть куча положительных отзывов, плюс есть официальная лицензия. Значит, что делать с этим токеном? Ну, помимо того, что использовать его можно так же, как и тезер, его можно также использовать для ряда еще преимуществ, таких как, допустим, здесь вы за гривну можете купить EURS, отправить его на этого же брокера и попросить погасить, и они вам выведут евро на ваш банковский счет. Можете дальше себе дофантазировать, что с этим можно делать. Будет еще ряд преимуществ. Мы сейчас запускаем лендинг. Буквально завтра, я думаю, он уже оживет. Мы обязательно сделаем рассылку по нашим каналам. Кстати, админ, запусти, пожалуйста, наш телеграм-канал официальный и флудилку, чтобы все пользователи, кто еще не в курсе, знает, что это такое. Так, что мы еще успели сделать? У нас были проблемы, что проскальзывали ордера. Вот, мы устранили эту проблему. Проблема была связана с тем, что многие торгуют через ботов. Боты работают быстрее, чем фронтенд. И, в общем, были проблемы с этим. В общем, теперь проскальзывать ордера не должны. По EOS была проблема, что поле мема там было короткое. Мы это уже увеличили. По EOS мы также готовимся к запуску торгов RAM EOS, то есть это память для EOS. Сейчас, если вы хотите купить RAM EOS, то вам необходимо делать это чуть ли не через консоль. Это крайне неудобно. Вот, мы это все запустим в привычном вами интерфейсе, и будет это все очень просто. Единственное, что выводить его будет нельзя, то есть вы его можете покупать как некие активы, хранить на своем аккаунте, потом продавать, ну и так далее. Так, дальше что у нас? В принципе, все. Значит, следующее, о чем я хотел рассказать, что мы еще сделали, это последнюю неделю мы с командой брейнштормим по поводу будущего биржи, пообсуждаем, какое состояние дел сейчас. Вот, я вижу перед собой вот табличку, которую мы такую составили. Какие проблемы мы сейчас видим, ну, вот такая внутренняя критика, опять-таки присоединяйтесь к обсуждению. Что мы сейчас видим? Первая проблема, которую я вижу, это низкая ликвидность. Если мы сравниваем с глобальными площадками, то, естественно, у нас нет таких стаканов, где стоит там по 100, по 1000 биткоинов или этериумов или другой криптовалюты. Вот это большая проблема для привлечения новых пользователей. Соответственно, вторая проблема — это недостаточно пользователей по сравнению с другими площадками. Третий пункт, который я вижу, это ввод-вывод. То есть сейчас мы ограничены лимитами Национального банка и ограничены тем, что работаем только с гривной. Какие здесь планы? Здесь у нас планы подключения 2, даже 3 платежных систем. Они будут работать с разными валютами. Анонс, в принципе, мы уже когда-то делали, но сейчас не хочу торопиться. Запустим, вы это обязательно узнаете. Поэтому появятся новые валюты. И новые способы ввода-вывода гривны и валюты на сайт. В том числе и есть один из платежных провайдеров, который готов работать с наличкой. Еще один пункт, который мы обсуждаем, если кто-то пользовался BTCE или VEX до того, как они умерли, там были такие прекрасные коды.
BTCE коды, VEX коды. Вот мы сейчас обсуждаем, может быть, стоит запустить также и Kuna коды, как параллельная сущность к трансферам, которые уже есть на бирже. Поэтому коммент было бы интересно ваш услышать тоже по этому поводу. Есть колоссальная проблема с маркетингом, поэтому не стесняюсь, говорю, что мы ищем лучшего маркетолога для нашей биржи. Мало пар для торговли, но здесь опять-таки все упирается в ликвидность, нет смысла запускать пустые стаканы. И высокая комиссия за вывод биткоина. Это у меня, кстати, тоже есть в вопросах. Мы это уже, в принципе, обсуждали. Проблема, что мы пока не имплементировали SegWit в связи с тем, что очень загружены новая команда, расширенная, загружена реализацией тех уже ключевых проблем, которые у нас были. В частности, вот я уже перечислил, что мы починили. Вот, поэтому у нас это в приоритете стоит. Как только мы SegWit внедряем, то комиссия сразу же на вывод биткоина будет падать. Поехали по вопросам. Какова судьба криптоматов в Украине? Работает или не пошло дело? Судьба криптоматов в Украине светлая, все работает. Пошло или не пошло дело такое. Тяжело комментировать, нужно спрашивать у мерчантов, но если смотреть в целом на рынок криптовалют, то он сейчас, конечно, по объемам немного на спаде, ну и, соответственно, объемы торгов по криптоматам аналогично. Но проект живой и будет жить дальше. Был у нас такой инцидент, когда недовольный пользователь в Твиттере писал, что, цитирую, «Украинская биткоин-биржа Kuna ворует средства своих пользователей». Что там произошло? Человек просто отправил депозит меньше минимальной суммы. У нас, в принципе, это везде расписано, что меньше, чем 0.001 биткоина, правильно? Да, мы не зачисляем, обусловливается это тем, что мы, как только вы переводите биткоин, этот биткоин сразу же отправляется на горячий кошелек, то есть мы инициируем еще одну транзакцию. После этого, если на горячем кошельке скопилось больше, чем критическая сумма, мы отправляем на холодный кошелек, потом с холодного, если нужно пополнить горячий, мы это опять отправляем. То есть очень много транзакций, и, соответственно, если сумма меньше, чем мы просим вас отправить, то тогда нам просто экономически невыгодны такие транзакции, поэтому мы предупреждаем, что не отправляйте маленькие суммы, лучше отправляйте сразу большие, потому что обработка этих транзакций нам стоит дороже, нежели чем сумма, которую вы зачисляете. Не хватает пар по битку на бирже. Мы сегодня приняли решение, что скоро запустим две еще новых торговых пары. Это будет биткоин к Этериуму и EOS, и биткоин к EOS. Это две новых торговых пары, которые мы хотим запустить именно к биткоину. Посмотрим, что из этого получится. Нам это ничего не стоит. Будет ликвидность, круто. Не будет, ну, всегда ее можно выключить на время. Так, USDT, он же Tether. Он будет, в табличке он уже есть, поэтому мы его проинтегрируем, добавим. Хотя у меня есть очень много скептических отношений к этому токену, как к фаундеру, так и к компании, которая очень много его просто печатает необоснованно. Но опять-таки это уже риск пользователей, нам нужно только предупредить. Так, есть ли шанс увидеть на бирже Nano? И может быть их форк банана. Не знаю, шутка это или не шутка, но я про такой токен даже не слышал. У нас внизу в футере есть кнопочка, опять-таки внизу это не в YouTube, а на бирже Kuna.io. Есть кнопочка Add Coin. То есть если создатели хотят, они могут залистить на общих условиях. Посмотрим, что это за токен. Так, от очень активного пользователя есть два вопроса. Что мы храним, значит, в прошлом выпуске вы говорили, что минимум средств на горячих кошельках. Сейчас хранится 15 тысяч EOS на вашем горячем кошельке, что приблизительно 13,3 биткоина. Вопрос, не слишком ли это много? Учитывая, что EOS не так много выводит. Обусловлено это тем, что мы запускаем RAM EOS, и там есть некоторые физические, технические особенности, поэтому временно они пока еще полежат там. Но, естественно, основную часть мы отправим на холодное хранилище.
Когда почините калькулятор комиссии, с которой BTC отправляется в сеть? Это связано с тем, что очень редко, но метко биткоины не попадают в блоки в связи с тем, что мы отправили транзакцию, но отправили ее со слишком низкой комиссией. А в этот момент именно совпадает так, что резко вырастает цена за одну транзакцию в сатоши за байт. Вот. Мы уже эту проблему исправили. Сейчас мы ее отправили на код-ревью. Вот, и скоро мы это уже задеплоим, поэтому этой проблемы не будет. Блоки будут попадать всегда быстро. Так. Значит, следующий вопрос. Добрый вечер. Почему не сохраняются настройки на TradeView? Мы сейчас говорим TradingView. Мы говорим сейчас про New Kuna.io, так называемый новый дизайн. В общем, проанализировали мы трафик и отзывы на новый дизайн. Практически никому он не понравился, поэтому дальше продолжать разработку этого нового дизайна мы не будем и приступили уже к другой итерации, там, где мы уже учли все пожелания пользователей, основываясь на старом дизайне, новом дизайне, и увидим уже обновленный дизайн. Когда будут новые пары на криптоматах? Новые пары будут на криптоматах осенью. Связано это с тем, что мы сейчас пилим новое API. Вот новое API нам позволит добавить не только в криптоматы, но и все пользователи смогут использовать обновленное API, там, пилить свои какие-то продукты, аналогичные криптомату или не обязательно. Когда добавите VET? Опять-таки, так же как и с Banana Coin, пишите, заполняйте, посмотрим, если окей, оплатите и залистим. Так, дальше смотрим, что у нас тут задаем. Так. Так, ребят, подкидываем мне вопросы тогда. Это я админам говорю. Так, есть возможность добавить таймфреймы 15-30 минут. Мы говорим сейчас про TradingView. Пока что мы это не поддерживаем. опять-таки пилим новый дизайн, там это реализуем. Не хотим просто отвлекать свою техническую команду от написания вот всего, чего я перечислил. Гривну хранить в Kuna кодах будет ли возможность? Теоретически да, в любом случае это все балансы на бирже, а в какой форме они хранятся, это будет в коде, или это будет на балансе, или это там вы трансфером, или гео, или еще будут там какие-то плюшки, это в принципе не важно, поэтому Kuna коды, аналогии опять-таки будем смотреть уже проверенные механизмы, то есть все работает. Приложение на iPhone. На iPhone приложение будет. Единственное, что сразу говорю, что не будет оно, вероятнее всего, этой осенью в App Store, поэтому придется его скачивать. Обусловлено это тем, что Apple очень ревностно и трепетно относится к проверке всех приложений на наличие в них одобренных ими криптовалют, поэтому если там вдруг они увидят, что помимо биткоина, этериума, еще ряда, там, по-моему, еще 4 или 5 криптовалют есть другие криптовалюты, то они их убирают с Play Market. У нас на бирже есть уже больше валют, поэтому даже нет смысла делать урезанные версии, как делают другие биржи. Поэтому будет просто файл, который вы будете скачивать с официального репозитория либо с сайта. Неудобно, но будет работать. Для Google все нормально, Android рулит, поэтому осенью ждем приложения для Android и для iPhone. Так, BTC создан как альтернатива банкам, платежное средство, но практически все зациклены на инвестировании и росте цены.
Есть такое. Как же тогда быть с этим противоречием и использовать его по прямому назначению? Ну, я не знаю, как я могу повлиять на эти глобальные процессы, конечно, но да, согласен, начиная, по моим оценкам, с января 2017 года, даже где-то, наверное, с февраля 2017 года, у нас сместилась баланс сил в криптовалютном сообществе от евангелистов и людей, которые верят в идею блокчейна, биткоина и Сатоши Накамото, в пользу тех, кто заходит в криптовалюту сугубо с одной целью заработать быстро, практически без каких-либо вложений. То есть, если перефразировать, с одной целью — жадность. Ну, я здесь, к сожалению, никак не могу повлиять, это человеческая сущность такая, поэтому, ну что сказать, сейчас они за это расплачиваются. Купили по 20, сейчас он упал. Но мы, в принципе, так, если посмотреть по рынку, то я и наблюдаю, что все те, кто заходили на этой жадности, они сейчас на рынке и не присутствуют. Конференции полупустые, трафики на сайтах, связанных с криптовалютой, падают. Остается опять-таки тот же сухой остаток, с которым мы входили в 2017 году, плюс чуть-чуть новых. Поэтому, в принципе, сейчас хорошее время для того, чтобы развивать новые сервисы, заниматься идеологией, строить этот новый мир. Сделайте промокоды для привлечения новых клиентов. Часто нам задают вопрос, есть ли рефералка. Отчасти эти вопросы связаны с промокодами. Это все упирается в маркетинг, поэтому напоминаю, что мы в поисках самого крутого диджитал-маркетолога для нашей биржи. Это его будет задача. Так. Вопрос от внимательного зрителя. А Моника Белуччи в этот раз присоединится к эфиру? Она всегда с нами, как видите. Мы без нее никуда. Вдохновительница биржи нашей. Скажите, пожалуйста, какой максимальный будет вывод гривны на карту? Опять-таки, на этот процесс пока я не влияю. Влияет на лимиты Национальный банк. Я не являюсь главой Национального банка, либо в правлении. Поэтому пока они не повысят со 150 тысяч и выше, мы ничего сделать не можем. Это ограничение Национального банка, которое они ретранслировали на Visa, MasterCard и банки, которые в Украине. Но я знаю, что ходят уже слухи, что Национальный банк хочет увеличить эту минимальную сумму со 150 до 300 тысяч. Правда ли это или неправда, не знаю, но эта сумма бралась ниоткуда, они ее подвязывают под европейскую нормативку. Сейчас гривна уже сегодня была по 28,46 на межбанке, соответственно, мы уже приближаемся опять 10 тысяч долларов, эквивалент 300 тысяч гривен. Поэтому может быть случится, что мы увидим увеличение лимитов. Но пока их не увеличили, у нас есть гео, у нас еще сейчас будет два новых способа ввода и вывода, которые вам позволяют обходить ограничения Национального банка по одной карте. Но если вы очень уверенный в себе человек, то никто не запрещает вам оформить 5 карт в разных банках. В привате вы можете оформить 3 пластиковых, если не ошибаюсь, и еще 3 виртуальные. Итого можете насобирать 10 карт. Для пересечного громадянина это, по-моему, выше крыши. Дальше. По поводу торгов к битку, что касательно LTC, это тоже возможно, как с эфиром EOS. Да, в принципе, лайт к битку ничего нас не ограничивает. Но подумаем, вопрос опять-таки спроса и предложения. Давайте попробуем с этих двух пар, увидим, что там происходит, и потом с лайтом тоже разберемся. Так. Интересный вопрос. Хочу принимать оплату за свои товары на платформе Promua. Возможно ли это? Так.
Вопрос интересно, это в гривне вы хотите принимать или в криптовалюте? Посмотри, пожалуйста, там есть уточнение. В гривне или в криптовалюте? Ну, если в криптовалюте, пожалуйста, можете принимать на аккаунт на бирже, можете принимать на свой кошелек, устанавливайте себе приложение и вперед. Что касается гривны, ну, теоретически да, но это будет достаточно непонятно. Вам нужно будет объяснять пользователю, что вместо того, чтобы он перечислил вам деньги, ему нужно будет пополнять баланс на бирже. Ну, такая сомнительная история, которая попахивает не очень хорошими вещами. Поэтому я бы не советовал. Но опять-таки, я не судья, у нас есть правоохранительные органы и судебная система, которые дальше решат. Так. Другие варианты вывода фиат в других городах, кроме Киева, не через Гео будут? Отвечаю, будут. Будут вот уже на финальной прямой. Почему нет пар к битку? Ну, уже объяснил, что запускаем пары к битку. Гривна не всех интересует, понимаю, поэтому будем добавлять крипта, больше разных вариаций. Опять-таки, никто не запрещает вам писать в суппорт, писать в телеграм-каналы. Админ, пожалуйста, продублируй еще раз линки на телеграм-каналы. Есть официальные, есть флудилка. 95% контента в этих двух каналах я лично читаю. Не всегда все успеваю, поэтому 5% оставляю зазор. Есть хорошее предложение, предлагайте, давайте будем смотреть, пробовать. Опять-таки, это интересно и нам, и вам, а если всем будет интересно, то всем от этого будет хорошо. Пусть остаются обе версии сайта. Пока что новый дизайн мы не отключаем, просто мы приостановили дальнейшую разработку и добавление каких-то фич. Но New Kun.io остается, мы его никуда не трогаем. Ага, значит, вот оно уточнение по поводу принятия оплаты за свои товары на платформе Plomo. Уточнение в крипте. Ну, тогда вообще вопросов никаких нет. Единственное, что вам нужно будет думать, как объявлять курс, пересчитывать и так далее. Можете попробовать, вот если читали новости про бессарабский рынок, там ребята наши из Paytomat запустили биткоин или криптоэквайринг. Может быть, попробуйте их еще как вариант. Если удобно с биржей, классно. Мне от этого только приятно. Так, очень бы хотелось, чтобы сумма в торгах дублировалась, высвечивалась в долларах, типа как на Binance. Можете такое сделать? Да, я понимаю. Вопрос в том, что в гривне мало кто считает биткоин, мало того, мало кто считает стоимость там автомобиля или квартиры, все мы считаем все в долларе. Давай, да, в принципе можно, да, подумаем, как это реализовать красиво и в новый дизайн тогда запихнем, запишите тогда, ребят. Так, ну что, в принципе, 25 минут мы с вами пообсуждали. Давайте, наверное, там, если есть последний вопрос, то слушаем. Если нет, то спасибо за внимание. Сколько там, 54 человека смотрело и еще потом досматривают. Думаю, будем продолжать данный формат. Живое общение очень важно, живой фидбэк, поэтому через 2 недели, если там никаких не будет конференций, то мы снова выйдем на связь и предварительно, естественно, вас оповестим. Так, что у нас там есть? Еще вопросы, нет? Еще один вопрос, да? Банковская Куна-карта, пример как аналог приватовская для выплат, когда будет? Естественно, с минимальными комиссиями. Ну, планы такие есть, скрывать не буду. Проект этот очень сложный, как технически, потому что он требует интеграцию с банком, он требует огромное количество бумажной волокиты, поэтому я не могу сказать, что он у меня в приоритете.
но очень плавно, но мы этим проектом занимаемся. Но пока у нас вот есть более важные дела, которые вот здесь и сейчас нам нужны. Но не исключаю, что Куна карта будет. Ну что, закругляемся тогда, да? Спасибо еще раз, ребят. Тогда увидимся ориентировочно через 2 недели, опять-таки, если не будет никаких конференций. Все, спасибо тогда. Пока, хорошего вечера. Good.